Избранная, почему для звездной ученицы Тутберидзе снова делают исключение? Валиева выступит на командном турнире в Москве вместо чемпионата России среди юниоров. Почему это правильно? Болельщики снова критикуют федерацию за подыгрывание группе Тутберидзе. Новый повод для подобных предположений дала информация о приглашении юных Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой на командный турнир в Москве. Дело в том, что из-за участия в коммерческом мероприятии фигуристкам придется пропустить первенство России в Красноярске. Но исключение для Валиевой полностью оправдано. Она уже переросла юниорский уровень, и искусственно сдерживать ее потенциал ни в коем случае нельзя. Так что в этом случае двойные стандарты полностью оправданы. Разорваться не получится. Официально полный список участников командного турнира в Москве еще не объявлен, но по предварительной информации, компанию лучшей фигуристки страны Ани Щербаковой составят ее юные коллеги по группе Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачева. Все бы ничего, но прямо накануне столичных соревнований в Красноярске состоится первенство России среди юниоров. Уместить в 5 дней 4 проката и трудный перелет практически невозможно, а главное, бессмысленно. А значит, ради выступления в Москве Валиевой и Усачевой придется проигнорировать чемпионат России среди юниоров. Некоторые болельщики уверены, что участие в коммерческом турнире не является уважительной причиной для пропуска главного национального старта по своему возрасту. В адрес федерации раздается критика за то, что для подопечных Тутберидзе снова делают исключение из правил, как это было с выступлением Валиевой на контрольных прокатах взрослой сборной в сентябре. Беспроигрышная ситуация. На самом деле поводов драматизировать ситуацию нет. От участия Валиевой в командном турнире выигрывают все. Уровень соревнований в Москве повысится. Камила получит еще один опыт выступления при жесткой конкуренции, что поможет ей натренировать психологическую устойчивость. Высокий интерес к командному турниру сделает Валиеву популярнее и укрепит ее репутацию главной надежды России на Олимпиаде в Пекине. Валиева была бы абсолютным фаворитом соревнований в Красноярске, а теперь за титул чемпионки России среди юниоров развернется жесткая и непредсказуемая борьба. Решение по участию в турнире Усачевой не такое однозначное. С одной стороны, она заметно прибавила в этом сезоне, и хорошо выступила на чемпионате России, а опыт борьбы с сильнейшими будет для нее не менее полезным, чем для Валиевой. С другой, в отсутствие Валиевой Даша вполне могла бы поспорить за титул в Красноярске, да и откровенно говоря, таких щедрых привилегий девочка пока не заслужила. Если бы первенство и командник проходили в разное время, то ее выступление в Москве казалось бы логичным и правильным. Но в данных обстоятельствах решение федерации в отношении Усачевой вызывает вопросы. Что ждет в Москве Трусову и Косторную? Участие Валиевой и Усачевой в командном турнире это будет на руку не только самим фигуристкам, но и их коллеге по хрустальному Ане Щербаковой, которая лучше себя чувствует в условиях острой конкуренции. Для Александры Трусовой сильный состав участниц тоже скорее станет плюсом. Саша получит шанс взять у Валиевой реванш за поражение в Челябинске. Тем более на этот раз она наверняка покажет более сложный набор прыжков в произвольной программе. Пожалуй, негативнее всего решение федерации скажется на Алене Косторной, которой сразу после возвращения придется соревноваться с лучшими фигуристками страны. Многие болельщики уверены, что именно Алена претендует на роль самого слабого звена турнира фигуристок. Однако проблемы соперниц тренерский штаб Тутберидзе волновать не должны. Если организаторы дают добро на участие юниорок в командном турнире, то было бы странно не воспользоваться этой возможностью. Очевидно, что Валиева переросла юниорский уровень и все ее задачи уже связаны со взрослым катанием. А критика лишь показывает, что конкуренты воспринимают 14-летнюю Камилу Валиеву очень серьезно и даже откровенно побаиваются.